До мажор — это аккорд, до мажор — это тональность. Натуральный до мажор — это лад, и натуральный до мажор — это гамма. А в тональности, к примеру, соль мажор, аккорд до мажор становится субдоминантой, а в тональностях си бемоль, минор и мажор, аккорд до мажор становится двойной доминантой. Без 100 грамм не разберешься, но, к счастью, вы на канале Нескучный Саунд, и у меня есть высокогорный вискарек. Судя по тому, что вижу я в интернете, какие вопросы, какие утверждения, очевидно, многие музыканты-самоучки прям сильно и туманно плавают в этих всех темах и заблуждаются, на своих заблуждениях строят какие-то теории, ссорятся из-за них. В общем, и это клево, что вы строите теории, значит, вам очень интересно, значит, вы будете быстро расти, давайте только сейчас нужно обжечь кирпичи, из которых вы строите. И поскольку сам я изначально самоучка, думаю, что смогу так по-пацански, без академического снобизма, вам донести, что есть что. Итак, вот у нас есть аккорд. До, ми, соль. Аккорд до мажор, тоника этого аккорда, нота, от которой он построен, до. Не путать с тоникой тональности, это совсем другое, об этом чуть позже. Этот аккорд звучит так, как он звучит, вот чисто мажорно. Пам-пам-пам-пам-пам. Не потому, что это 3 белых клавишки через одну, как может показаться, потому что вот, к примеру, аккорд через одну белые клавиши. Он совсем так уже не звучит. Итак, звучит он так, как звучит, и создает у нас такое ощущение за счет расстояния между нотами, из которых состоит. Эти расстояния мы называем интервалами, секунда, кварта, терция, квинта и так далее, и измеряем, минимальная единица измерения сейчас в нормальной европейской музыке — это полтона, то есть вот они, полтона. Шаг до следующей клавиши, независимо от того, черная она или белая. Полтона, 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 полтона. То есть, соответственно, это у нас полтона, это тон, это у нас 1,5, 2, 2,5, 3 тона, и этот интервал, как неудивительно, называется тритон, и так далее. Итак, из чего состоит наш до мажор? Принято эти интервалы считать по порядку от тоники, но давайте сейчас чуть более по-дворовому. Итак, самый большой интервал здесь у нас, посчитаем его, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полутонов, интервал называется квинта. И между ними у нас еще одна нота, которая, в общем, и делает его, вот так вот я сделаю распальцовки, чтобы было виднее, она делает его мажорным. Опачки, вот оно наше счастье. Если мы эту ноту понизим на полтона, он минорный, это уже до минор. Мажор, минор, и побеждает добро. У аккорда могут быть разные обращения. Это обращение, это когда мы берем ту же самую комбинацию нот, только в другом расположении. То есть вот эту ноту до, давайте она перебегает вот сюда. И мы получаем вместо до, ми, соль, мы получаем ми, соль, до. То есть те же яйца, немножко по-другому. Дальше это ми переезжает сюда, и мы получаем соль, до, ми. Еще одно обращение аккорда. У них есть длинные названия, которые вряд ли вам пригодятся. Если эта нота соль переезжает сюда, то мы приезжаем туда же, откуда и уехали. То есть до, ми, соль, только мы были на октаву ниже. Аналогичным образом на гитаре все мы знаем аккорд С с сединой на яйце. Это есть до мажор, его нижняя часть, если обратить внимание. До, ми, соль. Обращаем как на фортепиано. Ми, соль, до. И это кусочек вот такой аппликатуры до мажора, довольно редкой. Дальше обращаем соль, до, ми. И это кусочек вот такого. И четвертое у нас повторение первого. Та-та-та. Такое же через октаву. Это речь про базовые аккорды из 3 нот, которые зовутся трезвучием. Естественно, в аккорде может быть 4, 5, 6 нот, и они там могут по-разному располагаться. Все как угодно. Но сейчас это гигантская тема, и я в ней не суперспец. Одно можно понимать, что если в аккорде больше нот, то у этой комбинации нот больше возможных обращений. То есть если нот 4, то помимо основного есть еще 3 возможных. И снова здесь. И к тому же есть обращение другого плана, да, вот мы возьмем наш до, ми, соль, можно взять в широком плане. То есть вот эта нота ми поедет наверх, у нас получится такой более прозрачный аккорд. И его мы можем обращать. Эта нота до туда, вверх, и получается вот так вот. И эта нота соль туда. Это так, для любознательных. Широкие обращения аккордов очень полезны для звуков с большим сустейном и более богатых обертональных. К примеру, в сравнении с акустической гитарой, электруха, когда подгружена, ноты дольше тянутся яснее, и у них больше обертонов, больше гармоник. Соответственно, когда мы играем тесно расположенных нот много, особенно внизу, то очень мы
плотно занимаем частотное пространство, и это не так приятно, на самом деле, для уха, и поэтому многие пионеры считают, что на электрогитаре нельзя нормально аккомпанировать аккорды, потому что они попробовали, услышали это, понятное дело, никому не понравилось, и нужно просто к этому с умом подойти, то есть мы возьмем вместо этих 6 нот 3 ноты широко расположенные, важные для аккорда. До, соль, ми. И вот мы сообщили уху всю ту же гармоническую информацию, заняв при этом гораздо меньше пространства. Вот сравним. Аккордовую последовательность играем в тупую. Теперь широкие обращения по 3 ноты. Совсем другое дело. И теперь скомпенсируем вот этот вот сустейн и отсутствием ритмических вариаций в электрогитаре, которые есть в акустике. Создадим их. Вот, и уже это совсем другая песня. Возвращаемся назад. Как же нам транспонировать, то есть изменить высоту этого аккорда, сохранив его краску? Для этого нужно сохранить расстояние между нотами, интервалы. Как же это сделать? Допустим, вот возьмем один этот интервал. Если мы поедем вот так, красивенько, то это, конечно, благозвучно, но интервал не сохраняется, потому что здесь между ними 1, 2, 3, 4 полутона, а здесь 1, 2, 3 полутона. И так далее. 3-4 везде по-разному. Теперь двигаемся, сохраняя взаимоотношения. По полтона. Вот теперь все по-честному. Вот. Как видно, что с точки зрения расположения пальцев все это выглядит совершенно по-разному, но главное сохраняется расстояние. И теперь, чтобы транспонировать весь аккорд, поехали. О, наша есть тра-та-та-та-та. Вот, первый попался, который точно так же из беленьких состоит, да? Еще один. Перед всеми тонкими натурами я извиняюсь за вот эти свои идиотские распальцовки, но, ребята, вот когда вы показываете начинающему человеку аккорд вот так, то он же, ничего же не понятно. Ему кажется, что вы вот так вот просто сделали, а зазвучал джаз. Планировалось 5-минутное видео, получается уже 25-минутное, как у меня обычно бывает. Очень хочется все интересное рассказать, что меня прет. В общем, здесь обрубаю, в следующих будет про тональности, про лады. И если вы хотите меня поблагодарить или помочь, то лайк, шер, коммент замечательно. А кто делает репост, тот просто конфетка человек. Очень хочется, чтобы канал рос, и чтобы я мог больше им заниматься. Ладно, успехов вам музыкальных. Давайте.